Давайте посмотрим сегодня, что прописано в вашей судьбе. Серьезный вопрос. Сигнификацию сделаем сначала. Я без сигнификации начала. Думаю, что надо понять, что именно прописано в вашей судьбе. Для кого? Для кого расклад, чтобы вы с первых секунд знали, про кого речь. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте, что срезонировало, что нет, какие-то свои ощущения. Сегодня я буду проводить сеанс очищения вашей ауры, поэтому обязательно пишите мне. Так. Смотрят меня люди, которые научились доверять Вселенной после цепи обманов, предательств, после страхов. Они открылись как будто бы этим путям своей судьбе, возможности открыли для себя. Да, после разбитого сердца многие, да, вышли из отношений многие, вышли из дьявольской зависимости. У кого-то разрушена семья, либо отношения полной любви, чувственности, либо семейные отношения разрушены были из-за резкости партнера, либо партнерши, либо из-за конфликтов постоянных в семье, из-за кармических уроков. То есть люди, которые меня смотрят, прошли цепь вот этих кармических уроков и научились, Паш Кинжалов, научились жить иначе, все равно наполнять свое сердце любовью, чистой любовью, не закрываться. Я вижу людей, которые вышли из тяжелейших кармических ситуаций, узлов, и сейчас они пришли к какой-то легкости и ясности. Кто-то исполняет свою мечту заветную. Так. Девушки, для вас информация. Вы отрезали дьявольскую зависимость от мужчины, который вас держал на привязи, как будто бы. Да, он в статусе бывшего. Что-то выбирал. Держался за свою стабильность. Вы пошли в свой расцвет, в свое солнце, в рассвет жизни, в свое творчество, возможно, выполнять свои какие-то творческие идеи, процветать. У кого-то дети, то есть с детьми, женщины с детьми явно. И вы просто положили 4 мечей на вот эти взаимоотношения с этим мужчиной. И смерть еще. Смерть стагнации, смерть вот этим непонятным, непроявленным каким-то отношениям, которые никуда не ведут, ни в глубину, ни в чувственность, не в раскрытие своего потенциала в сердце, а просто долго и нудно зависали эти отношения у вас. Ну, кстати, с мужчинами то же самое, та же самая песня, вы просто ушли в отшельника после вот этих разрушившихся отношений. Да, кто-то был женат, была там борьба в семье с императрицей вашей. Вечно как будто ограждали свои границы. В общем, завершили вот этот этап, решили, хватит. Я хочу начать новую жизнь. И пошли в свою глубину. Даже через расклады вы идете в свою глубину, вы познаете свою глубинную суть, к чему вас призывает ваша душа. А теперь мы посмотрим, что вам по судьбе прописано.
Так, что по судьбе прописано? Действует. У вас духовный рост через как раз препятствия идет. Вот если есть препятствия, да, кармические узлы, вот эти все вы развязываете, у вас духовный рост происходит не через легкость, у вас происходит через какие-то жесткие кармические уроки, ситуации конфликтов. Вы распаковываете в себе сердце космоса, то есть это такое ощущение внутри, когда ты соединен с высшим разумом, можно так сказать, с высшим, да, с абсолютом, ты идешь осознанно в служение людям, служение добру, свету, через свою деятельность, через свою жизнь, в принципе, да, у вас как бы жизнь сейчас как бесконечная молитва. И вы сейчас совершаете именно первые шаги в этом направлении. Мы сейчас еще посмотрим с вами, про что речь-то. Ну, у вас всегда было стремление к звездам, потому что вы себя чувствовали не в своей тарелке, не в своем доме, как будто вы вот здесь находитесь, в этом воплощении. У вас стремление, душа ваша стремится к другому. Это невозможно описать, знаете, вот материалистам. Идите в баню все материалисты, которые не верят в это, все, лесом, не могу, даже не хочу объяснять. Те люди, которые чувствуют это это совсем другой уровень, да, осознанности. Глубинная тоска по вот этому космическому пространству, как будто вы не дома здесь, вы понимаете, вы как будто пришли в эти семьи, к примеру, воплотились в этих семьях, какой-то свет, так интересно, луч вот этот пробивает пространство, вы как будто воплотились в этих семьях, будто бы, знаете, вас опылением занесло в эту семью, к примеру, потому что многие на меня, кто слушает меня, они чувствуют вот эту глубинную отверженность, что ли. То есть ощущение пустоты, что те люди, которые ваша семья, мама, папа, да, родители, социум, они не ваша семья, то есть это как будто люди абсолютно чужой крови. Вот о чем я хочу сказать. У вас сейчас распаковывается новое поле вашей судьбы. То есть на этом поле вы видите вот эти возможности, путь души, путь своего предназначения, свою судьбу. Многие сейчас решают. Вот. Давайте дальше. Ну, кто-то замедлился для того, чтобы вообще понять, для чего он здесь, и какие-то глубинные аспекты в себе откопать. Кто-то в практике ушел, прям, я чувствую вас. Практикует кто-то. Рост души у вас, обучение по судьбе и жизненные уроки проходить. Еще. Чтобы весь мир услышал вашу песню, ваш голос. То есть не закрывайтесь. Вам по судьбе прописано совсем иное. Не то, что вы закрытый аутсайдер там и белая ворона вечно. Нет, у вас свечение яркое. У вас проявленность в этот мир. Обнуление происходит сейчас. Ага, после обнуления хотите свою магическую силу открыть в себе. Но сила мага — это не просто вы магичить будете, нет, это про другое, это про вашу глубинную волю, стремление к жизни, воля жизни, воля совершать какие-то действия, совершать поступки, идти по своему предназначению, по своей судьбе, активно проявляться в этот мир, не просто закрываться в повешенном, висеть
у меня другой взгляд на мир, ну я вешу, я ничего не делаю. Нет, у вас другое, у вас распаковка, у вас силы внутренние. Когда вы понимаете, что вы не похожи на социум, вы не похожи на свое окружение, и вам не нужно подстраиваться под них. Не нужно свой уровень снижать до уровня тех людей, с кем вы общаетесь. Но этого не нужно делать. Тут другой аспект. То есть, понятно, корону нельзя надевать, потому что сразу получите по шапке. Это так работает. Знаете, как только ты надеваешь на себя корону, тут же прилетает. Поэтому я свою корону давно сняла. Я понимаю, что я многое не знаю, но при этом я не пытаюсь подстроиться под социум. То есть, если меня люди не понимают, вот эти, с кем я раньше общалась, я просто не буду с ними общаться, и все. Вот, так. В свечении идете в свою проявленную материю. Сейчас. Изобилие. Так. Игривость. Это какой-то, как будто сейчас процесс у вас идет интенсивного вот этого свечения. Подождите, давайте я на другой колоде посмотрю. Я не поняла. Я не поняла юмора. Что именно по судьбе-то вам прописано? Извините, я тут на камнях сижу, поэтому никак не могу найти вот этот правильный ракурс, чтобы вы почувствовали природу вокруг меня. Здесь вода. Так, что вам по судьбе? Пройти кармические уроки, завершить их правильно, разрубить их, кармические узлы, и научиться жить с чистой любовью. С чистотой внутри. Очиститься от ран. И знаете, когда ты с этими ранами, это то ощущение, когда ты не вступаешь в следующие отношения с воспалением, понимаете? Когда у вас воспалено сердце, когда у вас не отболели те раны, когда у вас нет вот этой невинности снова, вы не обрели ее, эту целостность, эту осознание себя как чистой души. Потому что после какого-то опыта, печального обычно, вот эти кармические все узлы, когда мы развязываем, да, ощущение, что человек, как после операции, у него еще и идет воспаление, поэтому это нужно полностью вычищать из своего сознания, тела, для того, чтобы обрести вот эту энергетическую целостность. Это свечение внутри и эту любовь внутри. Когда она вас ведет, все равно это любовь. Это когда не закрытое сердце от того, что ну все, вот я пережил там это и эти отношения, да ну и в баню вообще не буду я больше вступать в это. Нет. Тут вам высший суд пришел, кому-то по судьбе воплощать свои мечты вам по судьбе. И вам по судьбе, как раз-таки вот судьба вышла сама, настоящая любовь. Настоящая, глубинная, чистая любовь между двумя людьми. Этапы, вам по судьбе этапы проживания после кармических уроков обнуления. Потому что многие люди как будто восстают из пепла, как фениксы. Они восстают из пепла каждый раз. Это настолько сильное, как сказать, это дар вообще-то. Это дар восставать всегда из пепла. Когда ты повержен, когда ты валяешься на дне, но потом ты собираешь себя как будто заново по кусочкам, ты обретаешь снова свою энергетическую целостность, ты обретаешь снова вот эту способность любить, чувствовать этот мир, и выходишь в обнуление. Этап обнуления очень важен, и он нужен. И вам жизнь дает шанс на что? На движение в материи. Вам по судьбе стать великим человеком, большой личностью.
Пусть этот великий человек не на весь мир, но хотя бы там, где вы находитесь, чтобы вы были заметны, чтобы вы проявлялись ярко и вас узнавали в той деятельности, по вашей деятельности, по вашим трудам. То есть как бы сразу понимали руку мастера. Понимаете, это не глобально может быть, да, великая личность, но это человек, который в своем деле или в своем предназначении, он ас, он вышел на эту дорогу судьбы, и он и чувствует, он идет все равно. Даже если он падает, он все равно поднимается, восстает из пепла и снова идет. Вам это по судьбе. Вам по судьбе пройти много-много кармических уроков, когда по шапке било так нехило, и было это тяжело, чувство вины тащили многие, конфликт внутри вас был, состояние невесомости, непонимания вообще, как двигаться в материи, состояние того, что вы ожидали каких-то, знаете, результатов от своих трудов, и что? А получали только боль. Но через эту боль вы обретали свою самоценность, любовь к себе и заново учились идти стремительно в материи, то есть на земле. И куда вы идете-то? Вам по судьбе вообще-то, вам по судьбе настоящая семья, наполненная любовью, чистотой, процветанием. Это процветание и в материи. Материя — это даже объятие, это тактильное ощущение, это когда вам есть где жить, всем семейством, да. Семья — это может быть два человека сошлись, и они, понимаете, боженька их свел. То есть вот женщину с мужчиной, и они оба понимают, что они друг для друга судьбоносные. Для вас по судьбе это судьбоносные, прекрасные отношения именно в семье. То есть это никогда, там, свободные отношения, гульки там и тоси-боси. То есть нет, про другое вообще речь. Сейчас посмотрим дьявола. Вам по судьбе обнулить, перевернуть дьявола. Перевернуть дьявола в себе прежде всего и перевернуть завязки, кармические связки с другими людьми, когда по дьяволу. Вы завязаны с этим человеком. Это не обязательно ваш партнер, это может быть ваши кармические там родители, в социуме, меньше, но больше вот это вот именно родительская тема фонит тут. И, конечно, партнеры, естественно. Вы просто перевернули этого дьявола. В какой-то момент вот вы ушли от этой зависимости от другого человека. Открыли новые горизонты после вот этих. Вы просто отрезали свои страхи, вот что вы сделали. Вы прожили эти страхи в себе, позволили им войти в вас, как бы через ваше сердце пройти этим страхом, знаете, как облакам в медитации, вот и как мысли в медитации, то есть они проплывают, и эти страхи тоже. Вы позволили им войти, проплыть мимо, как бы коснуться вас, но вы их интегрировали, исцелили. Вы просто защищаете свои границы от любых страхов именно. Так. Сейчас. Вам по судьбе научиться принимать правильные решения, заглядывать внутрь себя, вглубь себя и, как сказать, полностью брать ответственность за свои решения, за свои поступки, чтобы лжи не было ни в одном аспекте, понимаете? Это
Это сложно объяснить, чтобы не было вот этого вранья, лицемерия какого-то. Вы это просто пошли вглубь для того, чтобы понять ваши стремления, именно ваши стремления. Так. Вам по судьбе получать тайные знания и выходить на свою судьбинную прекрасную дорогу. Выходить из состояния стагнации именно в фундамент. Они очень похожи, эти карты. Смотрите, 4 мечей. Человек недвижим, он не движется, потому что кирпич положен на него, на его судьбу. Он сам на себя наложил как будто вот этот кирпич и не двигается. Он не хочет никуда двигаться даже. А здесь 4 жезла. Это стабильность, это изобилие, это фундамент. Вот стабильность, но это не стабильность, это стагнация, а это стабильность, именно фундамент. Чувствуете разницу? Вот, вам по судьбе вот этот фундамент обрести под ногами. Мужчины, вам по судьбе быть императором, настоящим мужчиной, настоящим мужиком, который берет ответственность, который ведет свою женщину к счастью, который хочет сделать ее счастливой. Не себя сделать счастливым, а женщину свою хочет сделать счастливой. Вот это важно. Да, вы маг. Мужчина, император и маг — это такая энергетика бешеная, просто манкая, притягательная, но в то же время это воля. Это человек настолько наимощнейший просто. Вот внутри он и сексуальный, и в то же время секс — это вообще энергия. Нету сексуальной энергии, нету денег, нету вообще продвижения в материи. Вот, открою вам истину. А у вас вот это распаковывается, ощущение вот своего могущества, но не когда я подавляю других людей слабее себя, а когда я сотворяю свою вселенную сам, когда я побеждаю в себе. Что побеждаю-то? Вот это состояние, знаете, умеренности, когда ничего не происходит, ну и не буду даже прикладывать усилий к тому, чтобы что-то произошло. Вы победителями выходите из борьбы, скорее всего, это какой-то кармический урок, где ваши отношения потерпели крах. Либо это крах в семье, либо это крах в отношениях. Ну да, с королевой жезлов. Сексуальной женщины, звезда для вас. Праздника хочется с ней. Ну, так и сердце не надо ей разбивать, вот и будет праздник вам. Ага. С любовью проявляетесь. Сейчас. Вам по судьбе отношения строить именно со своей родственной душой. Найти такого человека, и сейчас общее послание для мужчин, для женщин, найти такого человека, который именно родственная ваша душа, не кармический партнер, с которым уроки бесконечно вы по башке получаете, нет, здесь другой аспект, то есть после вот тех отношений у вас новые отношения с совершенно другим наполнением, с совершенно другим фундаментом, понимаете, это так глубинно. То есть это вам по судьбе настоящая, чистая, проявленная любовь. Это не отношения, это любовь. Это не когда вы выпрыгиваете из одних отношений, вступая в другие. Еще не отболели те, но вы уже вступили в следующие. Для того, чтобы забрать этот какой-то, знаете, наполнить себя ресурсом, или для того, чтобы полетать вот немножко, ну, знаете, на влюбленности, когда это не прочувствовано, когда... Все, я мысль потеряла, значит, неважно. Вам по судьбе настоящее счастье. Настоящее счастье. Когда вам Господь Бог дает возрождение
вашей души, вашей жизни, когда Он дает вам новую семью, в счастье, в любви, в наполненности. Там, потому что выходила 10 пентаклей, 10 кубков. То есть это мало того, что процветающая семья, то есть в материи, это люди, которые обладают ресурсом, так это еще и счастье. Это просто счастье, полные штаны вам выходит сейчас. Смотрите, 10 кубков, семья, да, плюс солнце. Что может быть лучше? Плюс вам это Господь даровал вообще-то. То есть это нужно как дар принимать. Ну, либо ты закрываешься, не принимаешь это, ну, тогда жди последствий. То есть, ну и что тогда, если не примут? Если не примете, будете вот в таком положении всю жизнь висеть. Надо? Забирайте. Хотите другого? Тогда принимайте то, что вам Господь дал. Вам Господь дает настоящую чистую любовь. Вам Господь, именно Господь дает этот шанс возродиться из пепла. Родить новых детей, родить детей просто, да, родить какие-то новые проекты с вашим любимым человеком, быть с ним в одном тандеме, ну, потому что там сильная любовь. Вам по судьбе именно... Сейчас... резкое решение, научиться принимать решение, когда вы берете меч Исильдура, меч короля Артура и просто разрубаете. Понимаете? Вы ставите этот меч на неподобающие к себе отношения, на нелюбовь, на пожирание вашего ресурса или потому что так удобно, ну, там, быть, например, с человеком, да. Я сейчас не хрень несу какую-то, я вам говорю вещи, которые вот просто наблюдаю я за жизнью, я смотрю, люди, да, они могут жить 50 лет, гордясь тем, что цифра 50 лет они вместе прожили, но как они прожили, они не осознают, что это было мучение, это была не жизнь, это было полное мучение. А вам по судьбе брать этот меч и разрубать вот такие отношения, уходить из таких семей, разрушать такие семьи, да. Даже если у вас есть дети, выбирать все равно, что выбирать. Новое начало с ценным для вас человеком. Вот так я скажу. Ценный человек — это вот, знаете, когда он сам осознает свою ценность, понимает, как с ним можно, как с ним нельзя, и вы хотите, реально хотите с ним взаимодействовать, новое начало какое-то, начинать делать. Вам по судьбе настоящая проявленная любовь. Когда двое в паре, мужчина и женщина, любят друг друга до усрачки. Вот вам что по судьбе. А не когда вами манипулируют, например, в семье, мужчины, наматывайте себе на ус. Либо женщины, смотрите, кто с вами живет. Может быть, он алкоголик или там питье, вот у него, знаете, вот кайфажорство, вот это вот. Сразу пресекайте это, то есть берете меч и нахер это все отрубаете. У вас по судьбе, девушки, расцвет вашей любви, вашей чувственности, вашей женской вот этой вот манкости, привлекательности, даже после разочарования, даже когда вы были, кстати, вот в этих отношениях тоже, когда вами манипулировали, просто вы берете этот новый шанс начать новую прекрасную жизнь без конфликтов. Вы просто рушите вот эту гребаную стабильность, которая у вас. Хиленькая такая стабильность, хиленькая. 4 пентаклика. Я за них держусь, но не боюсь хоть что-то поменять в своей судьбе.
я чувствую, жара будет, да? Жара сегодня, расклад просто меня прет. Вам по судьбе настоящая любовь с родственной душой, со своей. Либо близнецовые пламена, как хотите называйте, это люди, которые из одной монады с вами, то есть из одного свечения ваши души, они там договорились уже, что здесь они встретятся. Либо кому это не актуально, потому что меня разные люди смотрят, разные, да, это не обязательно про отношения, это про то, что вы наполняетесь этой любовью, и вы делаете свое прекрасное дело, начинаете с любовью, творчество, наконец, сотворяете свою вселенную, весь этот мир. И что еще? Вы сотворяете этот мир. Завершаете этот кармический этап своей жизни, понимая, что это я хочу оставить в прошлом. Боль, разочарование, потери, унижения какие-то, когда вас не ценили. Вот это все я хочу оставить, вот этот багаж, вот этот груз. Но проживя это все в глубине души, пропуская эти чувства в себя, а не заталкивая их вглубь, чтобы не видеть этого. Нет, вы не можете этого развидеть уже. Все, это с вами случилось. То есть вы это принимаете и просто отпускаете. Все, это в прошлом. Я иду в новое. Мужчины, вы идете в стабильную материю, то есть продвижение в материи прям стремительное и такое. То есть начинаете приходить к своей ценности. Вы, как мужчина, очень ценный персонаж для этой планеты. Работаете много, так. Активное у вас движение, харизматы у меня пришли ко мне. Вам по судьбе перевернуть свое отшельничество, то есть закончить этот этап, когда вы были один. Это сейчас я для мужчин говорю. Девушки, а вам по справедливости стать императрицей? По справедливости вам стать императрицей. Императрица – это настоящая женщина, которая чувствует внутри себя любовь, которая наполнена энергией, которая сотворяет свою вселенную сама, которая – это проявленная природа. Вы чувствуете свою природу, вы двигаетесь в потоке вселенной. Смотрите, императрица – это обычно это женщина, которая уже состоялась как женщина, то есть у нее есть дети, но либо вы стремитесь к этому, идете в это, то есть стать императрицей, то есть это постоянная, это стабильная женщина, понимаете, это фундаментальная женщина, это женщина, которую невозможно просто спихнуть с пьедестала или сказать там, принеси мне там в зубах тапочки, нет, это вообще не про это. Это, я не знаю, что я говорю. Ребят, не знаю, просто идет поток, и все. Многие женщины, я знаю, девочки, кто меня слушает, вы проходите практики. Молодцы, давайте так и дальше. Проходить практики, наполняться этой энергией. Потому что вы идете в свою ценность. Вот оно, свечение, вот оно. Это другая колода совсем. Я хочу на ней еще посмотреть, что вам по судьбе. Хранители вашего рода пришли. Прям хранитель. Это медведь, это хранитель. Это человек, который в вашем роду был сильным очень, могущественным. Он пришел поддержать вас. Он пришел для того, чтобы вы осознали вот эту жемчужину внутри себя, что вы ценнейший человек на этой планете. Для того, чтобы вы восстали как будто из пепла. Для того, чтобы, девушки, чтобы вы прокачали свою йогиню, бабу-йогу, чтобы вы ведали, чтобы вы знания получали тайные, чтобы вы исцеляли своими энергиями себя сначала, а потом всех вокруг. Вам по судьбе вот это свечение, вот эта солнечная, солярная энергия,
это возрождение из пепла. Вы сейчас, кто-то возрождается, кто-то будет возрождаться, а кто-то уже возродился, и кто-то идет уже по этому пути. Чувствовать поддержку высших сил всегда, в любой ситуации, вот вам это по судьбе. И танцевать в этом свечении, в этом космосе. Так, что-нибудь еще посмотрим или как? Давайте такой вопрос зададим. Что в вас поменялось, но вы пока еще не осознали этого? Перемены в вас, которые пока вам не видны, которые вы не поняли. Вы не поняли, что вы вообще-то прорыв совершили и что вы исцелились. Вообще-то идет сейчас исцеление вашего тонкого тела и физического тела. У вас перерождение произошло. Проявленность материи, сотворение, прикосновение к своей природе, внутренняя природа. Что вы не осознаете пока? Что вы исцелили пороки свои. Кто-то ушел от зависимостей, кто-то исцелил себе состояние отшельника. Знаете, состояние отшельника — это удобно. Удобненько так жить. Я один, меня никто не трогает, ну и я там не отсвечиваю особо. Я познаю в одиночестве этот мир, медитирую бесконечно, но в мир боюсь проявиться. Вы это исцелили, в себе интегрировали и пошли в легкость, в игривость какую-то. Так, сейчас. Кто? Вышли из клетки собственной, из моральных каких-то, знаете, убеждений, которые даже не вы их себе установки вот эти дали, а ваши родители, скорее всего, либо социум. Вы вышли в свою тотальность, то есть тотальное присутствие в моменте и в свое свечение. Внутренняя энергия, когда прет, это фундамент. Вот смотрите, это император вышел, бунтарь, попирающий любые оковы, цепи. Если меня мужчины смотрят, то в вас распаковывается вот этот настоящий мужчина, да, вот этот фундаментальный, сексуальной, яркой энергии, стабильный мужчина, у которого не 200 мыслей в минуту, знаете, а который идет к своей цели, но как он экологичный все равно. Вот знаете, вот чувствуется энергия такая от человека, что он осознан. Женщины, вы, если в энергиях императора, то это такая фундаментальная женщина, которая просто, ну, в материи, она заткнет за пояс любого мужчину. Ну, вот так вот. Слабака, ну, слабак с ней не сможет. Со слабой энергетикой с ней не сможет как-то коммуницировать, там что-то пытаться с ней сотворять как-то вместе. Ну, вообще не получится. Потому что вы его задавите своей энергетикой. Вы идете в свое дружелюбие. Дружелюбие — это притяжение. Смотрите, вот если вам нужен, например, какой-то человек, какой-то специалист, вы сейчас притягиваете в свою жизнь настоящего либо друга, подругу, либо специалиста, который вам нужен, там, нужного врача, нужного специалиста, там, допустим, в ремонте, ну, к примеру. Либо это партнер, либо это, если про любовь, то настоящую любовь. Вы притягиваете сейчас на свое свечение к себе нужных людей, нужных для вас. Именно в эту секунду, в эту минуту для вас нужен такой человек, и он притягивается к вам. Когда, знаете, вот он притянулся, и вам спокойно, потому что вы знаете, что с ним не надо играть, лицемерить, что с ним нету вот этой горечи какой-то глубинной. С ним просто открываются все двери, возможности. С ним свечение открывается. Нету бесконечной борьбы, а есть только праздник. Вот какой человек к вам притягивается. Так.
Итак, начнем наш сеанс. Дышите глубоко и спокойно. Отпуская с каждым выдохом все переживания, все проблемы. Давайте уберем весь негатив, затылка вашего, весь негатив убираем. Шея ваша, плечи, расслабляется, все тело ваше расслабляется. Руки. Посильнее. Хочу вытянуть из вас вот эту горечь, какую-то обиду, возможно, мысли, которые вы крутите 24/7. Какая-то мысль не дает вам покоя. После этого сеанса к вам придет решение. К вам придет это решение после этого сеанса.
Счастья вам!